Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня у нас блог, и я рассказываю и показываю, какие работы делаю зимой. Конечно же, зима у нас достаточно длинная в этом году, снежная, морозная, и на улице пока что практически ничего не делаю. Конечно же, кроме снега, приходится его достаточно часто чистить. Значит, в первую очередь занимаюсь домашними делами. И, конечно же, домашним огородом. Значит, и вот кто-то у меня спрашивал, опять же, в комментариях про колиусы. Что у меня за сорта колиуса, что я выращиваю. Я посеял только один сорт. Это сорт от партнера Wizard Coral Sunrise. Мне понравилась его расцветка листьев. Посмотрите, какие необычные листья. Прям такого ярко-розового цвета. Прям вообще мне очень понравилось. Кстати, колиусы я из семян выращиваю первый раз. Раньше почему-то и семенами не сеял. Как-то черенки мне кто-то давал, где-то что-то высаживал. Но, честно говоря, сильно не увлекался. Но вот этот сорт меня прям очень впечатлил в этом году. И решил его посеять. Значит, вот этому кустику колиуса примерно 50 дней после всходов. Значит, сеял семенами поверхностно в маленькие кассетки. Использовал обычный грунт для овощных культур, для рассады. Вот. А затем уже, когда рассада подросла, сформировалось несколько настоящих листиков, я распикировал в стаканчики побольше, объемом примерно пол-литра. А затем уже третий раз сделал перевалку вот в такие большие емкости. Вот здесь горшки объемом где-то 1,5-2 литра. Вот, в такие горшки я пересадил. Колиусы на самом деле можно сеять и попозже. Я сеял в декабре месяце, но можно сеять в январе, можно даже в феврале месяце посеять. Почему я сеял колиусы так рано? Для чего? Посмотрите, уже большой куст, и вот пошли молодые отростки. Вот они. И уже через неделю примерно эти отростки я буду ножиком аккуратно отрезать и ставить воду на укоренение. Они пустят корешки, и я смогу еще дополнительно рассадить их в отдельной емкости и получить большой объем рассады. И в итоге даже из одного кустика к весне, до момента посадки колиусов где-то на клумбу, можно из одного куста получить просто кучу посадочного материала. Вот, поэтому я всегда стараюсь колиусы, не всегда, а решил колиусы пораньше посеять, чтобы получить максимально много саженцев. Когда колиусы посажены где-то группой, очень хорошо, нарядно это смотрится. Ценятся колиусы вовсе не за цветы, хотя они могут и зацветать, а именно за эту пеструю листву. Уход, минимальный какой-то уход. У меня уход заключается в том, что я их подсвечиваю где-то 12 часов в сутки и поливаю. Все. Никакие подкормки пока что я не делал. Затем уже буду, наверное, и подкармливать. Значит, кроме колиусов, ухаживаю и за домашним огородом, за другими растениями. Вот посмотрите, у меня томатики. И начал замечать, что на томатах начинают уже где-то желтеть нижние листочки, не хватает питания. Все-таки домашний огород – это стесненные условия, и кустик у меня томатов, допустим, этот растет в 2-литровом горшке, все-таки уже начинает питания не хватать. Можно, в принципе, посадить в емкости побольше размером, допустим, в емкость 5 литров, но мне тогда не хватит места на стеллаже под фитолампами, поэтому решил все-таки пусть растут в тесноте. Значит, так как стесненные условия, кустики уже начали зацветать, формировать плоды, в любом случае придется подкармливать. Это не рассада, которую можно без подкормок вырастить. Вот такие уже плодоносящие растения, цветущие, в любом случае придется подкармливать. Значит, чем я буду кормить? Забыл совсем про одно чудесное удобрение. Просто оно вылетело у меня из головы. И сегодня, значит, порядок в удобрениях наводил и нашел. От Тутагры есть агроцимис, вот такое удобрение чудесное. Чем же оно так хорошо? А тем, что в нем есть основные элементы питания, азот, фосфор, калий, причем их содержание достаточно высокое, целый комплекс микроэлементов, а также полезные бактерии и грибы для защиты от корневых гнилей. И как раз таки этим удобрением я свои томатики и подкормлю. Итак, как я буду подкармливать? Возьму 1 чайную ложку удобрения и просто посыплю по поверхности почвы. В итоге с поливом
удобрения будут постепенно вымываться и поступать к корням растений. И растения будут все необходимое усваивать. Получится как бы такой пролонгированный эффект. По чуть-чуть вот растения будут дозированно вот эти макро-микроэлементы получать. Я думаю, что одной чайной ложки, конечно же, на весь период выращивания рассады недостаточно. Где-то буду подсыпать раз в 10 дней. По чайной ложечке под кустик и с поливом каждый раз будут вот эти удобрения поступать к моим томатикам. Ну, посмотрим, какой эффект будет. Вот, но вот это удобрение я уже применял у себя в огороде в летний период. Вот, скорее уже даже в осенний период, ближе к осени. В принципе, эффект был даже очень такой положительный. Поэтому я думаю, что и в домашних условиях с этим удобрением все получится. Значит, что еще хочу показать? Покажу батат. Вот батат у меня уже, видите, в горшках, в банках всяких я клубни повысаживал на проращивание. И вот мне в комментариях опять же писали, почему так рано, зачем торопиться, батат вытянется, вот эти плети длинные будут и так далее, и так далее. Я высаживаю рано для того, чтобы получить максимальный объем рассады. Вот эти плети, которые вы пишете, что они вытягиваются, длинные, их можно сколько угодно нарезать на черенки, укоренять в воде и высаживать, и получать огромный просто объем рассады. Поэтому я рано и высаживаю вот эти клубни. Тем более, казалось бы, что рано. На самом деле, вот эти клубни я уже неделю назад, даже больше уже, чем неделю назад, я высадил вот эти горшки с грунтом, но до сих пор эти клубни еще не все даже укоренились. И росточки даже не на всех наклюнулись. Батат достаточно медленно укореняется и развивается вот на начальных этапах развития. Затем, когда уже вот эти клубни укоренятся, пойдут ростки активно, батат быстро растет, но изначально все происходит не так быстро, как хотелось бы. Поэтому и тороплюсь. Вот. Но на самом деле, если вы еще батат не высадили на рассаду, не начали укоренять вот эти клубни, еще совсем не поздно. Это можно сделать и в январе, и в феврале, и даже еще и в марте можно делать. Вот. Поэтому смотрите сами. А дальше, что еще хочу показать? Хочу показать вот это растение. Может быть, кто-то со зрителей в комментариях напишет, как это называется. Эта соседка вот осенью отдала мне какие-то цветы, которые она выращивала в открытом грунте. Их тоже можно черенковать, и я совсем забыл, как вот эта штука называется. Ну, просто вылетело из головы. Но вот так это выглядит. Такие антоциановые окрасы у этих листьев, вот с нижней стороны. Даже не знаю, на что это похоже. И цветет это, не цветет, но кто знает, может, подскажете. Вот. Сейчас пойдем еще к стеллажу, я еще покажу там растюшки, которые на стеллаже растут. Ну вот, подошли мы к стеллажу, и опять показываю свои растюшки. Вот томатик, балконное чудо, и посмотрите, уже вовсю завязываются плоды. Висят уже маленькие помидорки, и цветет, все цветет, благоухает. Опять же, надо подкормку сделать. И что еще хочу сказать? Помидоры, я даже не ожидал, что они такие насосы вытягивают всю влагу. Я поливаю томаты по 2 раза на день. Вот, казалось бы, вчера вечером полил, а сегодня уже с утра уже все сухое. Приходится по 2 раза на день все это поливать. Очень быстро выпивают всю эту воду. Здесь вот полочка, видите, тоже колиусы я рассадил, и майоран. Вот уже побольше горшки взял, и майоран я постриг, чтобы были более такие пушистенькие кустики. Уже к весне у меня вовсю будут такие хорошие пышные кусты, и уже можно будет в открытый грунт их высадить. Здесь вот перец, ники, вот посмотрите, какие перчики, и уже вот бутончики. Вот. Все красиво, даже уже, наверное, посынковать надо. Вот здесь внизу пошли пасынки, надо эти пасынки удалить. Никакие коронные цветки, кстати, я не удаляю. Причем здесь, вот интересно, сразу 2 коронных цветка. Удалять я не буду. В домашних условиях пусть лучше побольше этих перчиков завяжется. Сейчас я покажу еще огурец. Огурец. Вот мои огурчики висят, посмотрите, какие уже красивенькие. Вчера даже вечером мы пару штук сорвали на ужин, съели вкусные, кстати, ароматные. Ну, намного вкуснее, конечно же, чем из магазина. Вот, красивые-красивые. И сколько еще маленьких, завязи всякой висит. Поэтому уже надо потихоньку подъедать, урожай собирать. Вот. Так. И еще покажу.
Так, и еще покажу, как всегда, стаканчик от сметаны, ну куда без него. Решил еще батат в воде укоренить. И посмотрите, в воде корешки появляются гораздо быстрее, чем на клубнях, посаженных в грунт. Видите, быстрее укоренение происходит. Потом можно уже в баночку с грунтом высадить, а можно в воде оставить. Вот. Проснутся эти почечки, пойдут ростки, затем уже буду укоренять. Вот такие вот дела. Поэтому занимаюсь по большей части пока что домашним огородом и жду потепления, чтобы уже на улице что-то поделать. У нас морозы спадают вроде бы уже с понедельника, уже установится более-менее такая погода нормальная. А может быть даже оттепель пойдет, и можно на улице что-то делать, но пока что дома. Вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы уже выращиваете в домашних условиях и чем занимаетесь зимой. Будет интересно почитать. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.